Before we start eating, we talk about two popular subjects. Прежде чем мы начнем курс Идзин, мы поговорим еще о двух темах, относящихся к четырем столпам. Because eating actually we do not need 2.5 days. На самом деле, потому что для изучения Идзин нам даже не требуется 2,5 дня. So therefore, we use this hour to talk a little bit about formula. If we still have time, then we will start eating. Поэтому мы используем эти пару часов для того, чтобы поговорить еще о четырех столпах. Если у нас останется время, мы начнем Идзин. The first subject we are going to talk about is the forecast for next year, 2013. Первая тема – это предсказание на будущий год, 2013. Every year I make such forecasts. Каждый год я делаю такие предсказания. And actually it's purely based on the logical deduction, based on 5 elements. И здесь все основано чисто на логической дедукции и на взаимодействии 5 элементов. So the Chinese philosophy is everything is just 5 elements. В китайской философии все это 5 элементов. If you understand the logic of the 5 elements, then you can deduce all kinds of things happening in the future. Если вы поймете логику 5 элементов, тогда вы поймете все, что происходит в будущем. So the Chinese calendar is a calendar of elements. И китайский календарь это календарь, основанный на взаимодействии элементов. Every year we have 2 elements, a heavenly stem and earthly branch. Поэтому каждый год у нас есть 2 элемента, земная ветвь и небесный ствол. For example, this year we are in Yin Water Dragon. Например, в этом году мы находимся в году янской воды на драконе. Then next year we just move one character forward. Therefore next year will be Yin Water Snake. А следующий год, в следующем году мы должны передвинуться на одну клетку вперед, поэтому следующий год, 2013, будет годом иньской воды на змее. So therefore that is water over fire element. Иньская вода на змее – это вода над элементом огонь. That means the whole world will be entering a year which under the water and fire element means. Это означает, что весь год окажется под влиянием двух элементов – воды и огня. So this is what we are looking at in 2013. Это вот то, что нам предстоит увидеть в 2013 году. So Yin water. Иньская вода сверху. Yin water is considered to be small drops of water. Предполагается, что иньская вода – это мелкие капли воды. So therefore, the image is like a little bit of rain. Таким образом, образ этой воды – это небольшой дождь. Cloudy and raining. Это облака и дождливая такая погода. Then the snake is a fire element. А змея – это элемент огонь. So therefore, the 2 elements that are affecting us is water over snake. Таким образом, эти 2 элемента влияют на нас в этом году. Это вода над огнем. Basically, water's fire is in conflict. В целом, вода и огонь находятся в конфликте. So therefore, when the 2 elements of the year is in conflict, normally we don't expect a very peaceful year. И обычно, когда 2 элемента находятся в конфликте между собой, мы не ожидаем, что год будет очень мирным. And then when we look a little bit in detail in the snake year has always been turbulent. Но если мы посмотрим детально на годы змеи, мы увидим, что они не всегда бывают мирными. This is the character of Yin water. Yin water is a little drop of water. Пример иньской воды. То есть иньская вода это значит знак, означающий иньскую воду. Иньская вода это капля, маленькая капля росы. All Yin water people usually is more humble, more patient, more tolerant. Поэтому люди иньской воды обычно более скромные, толерантные, терпеливые. Why I show you this little guy? Почему я нарисовал этого парнишку здесь? Because actually Yin water is something in psychology called Peter Pan syndrome. Питер Браун? Peter Pan. Питер Пен.
Это Питер Пен, потому что инская вода в психологии такие люди называют синдром Питера Пена. What is Peter Pan syndrome? А что же такое синдром Питера Пена? It means a boy never grow up. Это означает, что ребенок никогда не вырастает. A boy never behave like an adult. Ребенок никогда, мальчик никогда не ведет себя как взрослый. A little bit lacking confidence. Немножко неуверенный в себе. So therefore, in water people normally they don't fight. Обычно люди инской воды никогда не воюют. They don't take a very strong stand against criticism. Они не занимают сильную позицию против критики. They are more secretive. Они более такие таинственные, скрывающиеся. They prefer to do their own things. They don't argue with anybody. Они предпочитают делать что-то свое, ни с кем не ругаться. So therefore, normally in water we expect a more moderate, more peaceful kind of atmosphere. Поэтому в инской воде обычно мы ожидаем такую более скромную, мирную атмосферу. So therefore, if we say next year has conflict, the problem is not in water. Поэтому, если мы говорим о конфликте, который может возникнуть в будущем году, проблема заключается не в инской воде, а проблема заключается в змее. You look at this picture, which is fire snake. Если вы посмотрите на вот эту картинку внизу, это огненная змея. Snake in the 12 animal is the month of May. В 12 животных змея представляет месяц май. And then June is the peak of fire. And Июнь. the fire is getting strong. Июнь – это пик развития огня, а май – это время, когда огонь становится сильнее. Therefore, it carries the meaning of something rise up, something starting. Поэтому он несет в себе такой смысл взрастания того, что что-то начинается. Starting to bring changes, so therefore it's revolutionary. Начало изменений, поэтому это революционная такая вещь. It's big fire, it's explosive. Это взрывоопасность. And then inside the snake we have hidden elements. И внутри змеи у нас есть скрытые элементы. And the interesting element is the yang metal. Интересный элемент – это янский металл. Yang metal is a weapon. Янский металл – это оружие. So therefore, the snake actually is carrying conflicts and war. Таким образом, змея несет конфликты, приносит войну. Therefore, a lot of revolution actually happened in the year of the snake. Поэтому многие революции случились именно в годы змеи. If you look at this in the history, these are turbulent time in the year of the snake. Если вы посмотрите на историю, то вы можете увидеть многие такие волнующие события, случившиеся в годы змеи. So, 1941, Pearl Harbor attack. 1941 год, атака на Перл-Харбор. It's the starting of the Second World War. Начало Второй мировой войны. And 1989, China has a very big incident, Tiananmen Square massacre. В 1989 в Китае произошел очень такой серьезный несчастный случай. Это бойня на площади Тяньаньмэнь. There's an earth snake, metal snake, earth snake. 41 это был год металлической змеи, а 89 был год земляной змеи. And this is quite a turbulent year in Europe. You have the breaking down of the Berlin Wall. 89 год был очень непростым в Европе. Это был год, когда была разрушена Берлинская стена. See, breaking down Berlin Wall, Gorbachev, which leading to the breaking up of USSR. То есть и Горбачев тогда это значит, санкционировал, да, и в результате это привело к распаду Советского Союза. And then 2001 we have this famous terrorist attack on USA. В 2001 году случилась вот эта знаменитая атака террористов на США. It is a metal snake. Это также год металлической змеи. So therefore, it gives us the impression that snake year usually is quite scary, quite turbulent. Это дает нам впечатление того, что бывает в годы змеи. То есть годы змеи обычно бывают достаточно непростыми, достаточно турбулентными.
But are we looking into such a turbulent year in 2013? Но если мы посмотрим на 2013 год, на те события, которые могут случиться в этом году, Fortunately, when we look at the previous water snake year, к счастью, мы можем посмотреть на предыдущий год водной змеи, which is 1953, на 1953, is not that turbulent. мы увидим, что этот год не был сильно неспокойным. Perhaps because it's a water snake. Может быть, потому что это водная змея все-таки. It's not like this kind of metal snake, earth snake, and metal snake. Это не такая змея, как здесь металлическая змея, земляная или другая металлическая змея. So yes, there could be conflicts, there could be changes, there could be revolution. Да, могут быть конфликты, изменения, революции. But we don't expect it will be as violent as those examples I showed you. Но мы не ожидаем, что они будут настолько сильными, как вот эти примеры, которые я привел, с таким огромным количеством насилия. Basically, based on the pair of elements, water, snake, water over fire. В целом, основываясь на паре элементов, вот эта вода над огнем, водной змеи, We usually use logical induction. We will pick out some important points about this year. мы далее используем логическую дедукцию для того, чтобы определить какие-то события, которые могут случиться в этом году. This is the list which I prepared for 2013. Вот этот список того, что, возможно, произойдет в 2013. First thing, as we mentioned, it is conflict. Water, fire is not a harmony pair of elements. Ну, во-первых, то, о чем я уже говорил, что вода и огонь не являются гармоничной парой, то есть дисгармония между огнем и водой. So therefore, we expect changes, revolutions, and Поэтому мы ожидаем изменения, какие-то революции. But however, because of the nature of yin water is more humble, patient, tolerant, flexible. Но, тем не менее, поскольку природа иньской воды – это быть скромным, терпеливым, толерантным и гибким, Is not so turbulent yet. то год не будет настолько уж беспокойным, как мог бы быть, если бы это была какая-то другая земля, It actually какая-то is другая a змея. year when we see a lot of innovative ideas. There will be progress in electronics and entertainment. These are fire elements. Но скорее наоборот, огонь проявит себя другим образом, потому что огонь также может проявить себя в различных изобретениях, инновационных идеях, в электронике и в бизнесе развлечений. And because Chinese calendar always goes in 60-year cycle. И поскольку китайский календарь все время движется по циклу, по 60-летнему циклу, Therefore, we always refer back to 60 years ago to see what happened during that year. оценивая будущий год, мы возвращаемся на 60 лет назад и смотрим, что произошло ровно 60 лет назад. And 60 years ago is 1953. Это был 1953 год. Well, 1953 actually the war finished. И на самом деле в 1953 году закончилась война. We have no major war because the Korean War just ended in about 1952. Уже не было таких больших войн, потому что в 1952 году закончилась даже Корейская война. At that time, it's just like tension between the West and the East, between USSR and America. В это время еще происходили различные трения между Западом и Востоком, США и Америкой. So therefore, at that time, actually, the American and USSR, they are developing nuclear weapons. В это время и Америка, и СССР уже развивали ядерное оружие. Therefore, we still expect there will be nuclear issue. For example, Iran, North Korea, that kind of countries still causing worry about nuclear weapons. Поэтому мы еще ожидаем вот такой ядерный вопрос, что проявится в будущем году. Такие страны, как Иран или Северная Корея, и еще заставят нас поволноваться по поводу распространения ядерного оружия. And then this, the snake is actually a traveling star. И змея, кроме того, это такая ездовая звезда, путешествующая звезда.
traveling star means a lot of people will travel. Звезда путешествия означает, что многие люди будут путешествовать. So therefore, when more people travel, there are also traffic accidents. И поэтому, поскольку больше людей путешествует, может случиться больше аварий на транспорте. And the snake crash against the pig. И также змея сталкивается со свиньей. So it is fire and water clash. So therefore, there could be accident involving air and sea disaster. Поскольку огонь сталкивается с водой, то эти аварии могут случиться на море или в воздухе, связанные с авиаперевозками или морскими перевозками. Clashes at sea. So therefore, we have to be careful because now China is having conflict with other countries over the territory issues. Столкновение на море, например, и нам нужно быть осторожным с этим, поскольку сейчас происходит трение между Китаем и соседними странами на море, как раз вокруг спортных островов. Like between China and Japan, they are arguing over the possession of certain islands. Например, между Китаем и Японией они спорят из-за принадлежности некоторых островов. And if they do not restrain, there could be clashes at sea. И если они не договорятся, то вполне возможно столкновение на море. And then tornadoes, hurricane, and blackout. These are natural phenomena. Также возможны ураганы, торнадо и какие-то блэкауты, то есть различные природные бедствия. And this is actually looking at the pair of elements, water over fire is warm water. Если посмотреть на пару элементов, то вода над огнем это теплая вода. And when there's warm currents in the sea, there is usually the cause of this kind of turbulence. Вот эти теплые течения в море обычно они приводят к такого рода проблемам. Therefore, we expect the same as 1953. We see a lot of tornadoes and hurricanes. Поэтому мы можем ожидать, как и в 1953 множество торнадо и ураганов. So therefore, yes, the coming year also have this kind of problem. More то есть, hurricane and tornado. Тоже, как и в будущем году, мы можем ожидать больше ураганов и торнадо. And then blackout. Blackout actually, we are into a very active cycle of solar flare. Blackout, what do you mean? Blackout means electricity blackout. Blackout это электрический blackout имеется в виду, то есть какие-то перебои с подачей электричества. And blackout means? Blackout means like electricity suddenly shut down, we have no electricity. То есть как бы какие-то подстанции, если вдруг разрушаются, короткое замыкание случается и какие-то районы лишаются электричества. That is caused by a lot of people associate with solar flare. That means the explosion of the sun. И многие люди связывают эти блэкауты с вспышками на солнце, когда на солнце происходят какие-то мощные вспышки. It is expected the activity of the sun is most coming into a very high cycle between these 2 years. Получается, что активность солнца, она вступает в свой очень сильный цикл. They will cause magnetic disturbance. И это вызывает различные магнитные помехи мощные. They will cause blackout in certain region of the world. И что в результате приводит к перебоям с электричеством в разных районах мира. So therefore, it's also something to do with the snake year. Но это также связано с годом змеи. Because the snake have very strong fire hidden inside. Потому что у змеи есть очень сильный огонь скрыт в ней. So especially when the snake pairs with the pig, there are energy issues. Особенно когда змея сталкивается со свиньей, тогда очень сильные вот такие происходят события, связанные с энергетикой. Nuclear, which include electricity. И это включает в себя ядерные события или электрические. And then when we look at the economy, если мы посмотрим на экономику, we have looking at the 5 elements represent the 5 mood of people. Мы смотрим на 5 типов людей, согласно 5 элементам. For example, when we look at this table, we can see
Fire usually means happiness. Если мы посмотрим на эту таблицу, то мы можем увидеть эти 5 типов людей. Люди огня, и огонь обычно означает счастье. And water usually brings fear. Вода обычно приносит нам страх. And then when we look at the economy, usually the active economy is fueled by people's happy mood. И обычно, если мы посмотрим на экономику, то мы увидим, что экономика управляется настроениями людей. That means fire usually makes the economic atmosphere more active. Это означает, что огонь, например, делает экономику более активной из-за оптимизма, который дает огонь. Because when people in a positive mood, they are more happy to buy, they are more happy to spend money. Потому что когда люди находятся в таком хорошем настроении, они с большей радостью покупают, тратят деньги. And then the opposite is water. Противоположность этому это вода. Water usually brings fear and losing confidence. А вода обычно приносит страх, потерю доверия. That's why when we look back the history of the economic performance, Поэтому, когда мы смотрим на историю, на экономические показатели в прошлом, most of the setback, like the financial tsunami, was brought about by strong water element. большинство откатов, такие как, например, финансовое цунами 2008 года, были вызваны очень сильной водой. For example, 2008 we have the financial tsunami. В 2008 у нас тогда случилось финансовое цунами. That is the year of the rat, which is very powerful water. И это был год крысы, то есть очень мощной воды. And since 2008 up to 2012, we have no fire year. И с 2008 и до 2012 у нас вообще не было никакого огня в годах. Therefore, the economic atmosphere is still quite unstable. Поэтому экономическая атмосфера до сих пор довольно нестабильна. Therefore, you have problem in Europe. Поэтому у нас до сих пор проблемы продолжаются и в Европе. So until 2012, it's still uncertain about the direction of the economy. И до 2012 года до сих пор мы не уверены в направлении движения экономики. But now is the first time we have seen the fire coming back. Но сейчас впервые мы видим возвращение огня. That's why we can expect there are stronger positive drive to bring the economy up. И мы видим сейчас довольно сильный позитивный драйв, позитивное движение, способствующее подъему экономики. Because we are into 2 consecutive fire year. Потому что мы видим 2 последовательных года огня. It is snake year and then the horse year. Это будет год змеи, и следующий за ним год лошади. Fire energy is going up, going strong in the next 2 years. Поэтому можно сказать, что энергия огня в следующие 2 года будет очень сильной. So therefore it brings happiness and entertainment. Это принесет нам счастье и развлечение. And then of course people in a better mood, therefore the economic atmosphere will be more positive. И, конечно же, поскольку люди будут в лучшем настроении, то в целом атмосфера в экономике будет более позитивной. So that's why we expect there will be more active economic and more recovery. Поэтому мы можем ожидать, что экономика будет более активной и будет больше экономическое восстановление пойдет быстрее. And then the good industry. Далее, хорошие индустрии, которые с этим могут быть связаны. So water industry. Это индустрия воды. Why? Because water conquers fire. Почему? Потому что вода покоряет огонь. So therefore fire here bring money to water industry. То есть огненные годы, поэтому дают деньги индустрии огня. Индустрии воды, извините, огненные годы дают деньги индустрии воды. Transport. Водная индустрия это транспорт, коммуникации, drinking, напитки, eating. So therefore anything related to water. еда, то есть много довольно чего связано с водой. Then wood industry is not bad. Далее индустрия дерева тоже неплохая. Because wood produce fire. Потому что дерево создает огонь. When this industry has something to produce, that means there is activity.
Когда эта индустрия что-то производит, это означает, что в этой области происходит активность. So wood industry is like textile, fashion, and environment. Индустрия дерева – это текстиль, мода, окружающая среда. The media, paper, is a wood industry. Масс-медиа, бумага – это все индустрия дерева. And earth industry also not bad. Земная индустрия – это также неплохо будет себя чувствовать. Why? Because earth conquer water. Почему? Потому что земля покоряет воду. Therefore, water is the money to earth industry. Поэтому вода является деньгами для индустрии земли. So therefore, when water show up, it means the earth industry, like property, they see money coming up. То есть, когда появляется вода, то индустрия земли, такая как недвижимость, например, она видит деньги и начинает подниматься. Therefore, property industry still positive, still sees active year. Поэтому индустрия недвижимости, она позитивная, наблюдается позитивное движение, это будут очень активные годы. Then, not so favorable are fire and metal. Но не очень благоприятные времена будут для областей деятельности, связанных с огнем и металлом. Because fire, like energy, that kind of industry, fire conquer metal. Потому что огонь, такая индустрия энергетика, например, огонь покоряет металл. Metal is the money to fire industry. А металл является деньгами для индустрии металла. There's no metal, Но в году нет никакого металла, so doesn't see money. так что нет никаких особо денег в этой индустрии. And then metal conquer wood. И кроме того, металл покоряет дерево, Therefore, you need to see wood to make money. поэтому требуется увидеть дерево, чтобы заработать деньги. But there's no wood. Но дерева нет. That's why these are comparatively weaker industry. Поэтому сравнительно эти два вида деятельности, они слабые. Another thing we have to be careful is the yin water clash against yin fire. И еще на что следует обратить внимание, что иньская вода сталкивается с иньским огнем. And yin fire is the heart. И иньский огонь это сердце, Yin fire is the brain. Yin fire is the eyes. иньский огонь это мозг, глаза. That's why we have, in the health aspect, we have to be careful about heart, stroke, inflammation, eyes, kidney problem. И поэтому в плане проблем с здоровьем нам нужно будет стараться опасаться как-то удара, приступов, сердечных приступов, инфарктов, инсультов, точнее, проблем с почками, воспалений и проблем с глазами. So this is the overview of what in general we can expect in the year of the snake. Можно сказать, что это общие вещи, которые следует ожидать в году змеи. Then we look at a little bit more detail. Давайте посмотрим более детально на это. For example, yin water people. Например, это люди иньской воды, These are famous yin water people. знаменитые люди иньской воды. You can see they are mostly like comedians. Можно сказать, что они больше такие, комики все. Like Johnny Depp. Как Джонни Депп, например, Джеки Чан. So these are also yin water is very clever. Но также люди иньской воды очень умные. Yin water, this is the Kunming is the most clever man in Chinese history. Most what? Most clever man in Chinese history. Кунмин это самый умный человек китайской истории. He's a war strategist. Он военный стратег. And then most Chinese people admire. He is very intelligent man. И большинство китайцев признают его ум. Water means intelligence. Поэтому вода означает ум. And Zhang Fei is a very famous general in Chinese history. Чун Фэй это очень знаменитый генерал китайской истории. And then so therefore, yin water people usually to do with culture. То есть люди иньской воды обычно связаны с And культурой. they are usually nice people, not so harsh, not so tough kind of people. Обычно это такие приятные люди, они не очень жесткие. And like Prince Charles, he's very much promoting
environmental protection. Как принц Чарльз, например, он очень сильно продвигает защиту окружающей среды. That reflect yin water is actually quite peaceful kind of element. Это как раз отражает то, что инская вода это достаточно такой мирный элемент. Xi Jinping is the next Chinese leader. Си Цзиньпин это следующий китайский лидер, будущий китайский лидер. Take over from Hu Jintao and become the top leader of China from next year. Он перенимает власть у Ху Цзиньтао, и в будущем году он будет лидером Китая. Therefore, next year he will be quite active person, quite focus of the year. Поэтому в будущем году он будет очень активен и он будет находиться в фокусе внимания всего мира. It's normally like this because next year is a yin water year. Обычно так и происходит, поскольку следующий год это год инской воды. Therefore, this yin water person will be in focus. Поэтому эти люди инской воды окажутся в фокусе внимания. For example, Obama is yin earth person. Ну, например, Обама человек инской земли. Therefore, 2009, when he take over presidency, it is a yin earth year. Поэтому в 2009, когда он только еще взял бразды правления в свои руки, стал президентом, это был следующий год управления, это как раз был год инской земли. То есть в 2009 году весь мир смотрел на этого человека. Но на будущий год весь мир будет смотреть на Си Цзиньпина. Okay. We just take a look at these people's formulas. Jackie Chan. Чуть-чуть посмотрим на столпы этих людей. Джеки Чан, человек инской воды. Yin water with power and intelligence element. У него есть элементы власти и самовыражения. Therefore, he's kung fu. Поэтому он человек кунг-фу. He's kung fu actor. Актер кунг-фу. Johnny Depp. Джонни Депп, например. Johnny Depp actually is a typical yin water character. Типичный человек инской воды, типаж такой. He's a yin water. Человек инской воды. And then you can see his performance in the Pirate of the Caribbean. И вы видели, как он выступает в «Пиратах Карибского моря». His personality is he's kind-hearted. Он очень добрый, с одной стороны. He's witty. He's very clever. Он очень умный, даже хитрый. And he don't fight. Он совсем ни с кем не воюет. He escaped. He went away. Он все время, когда надо, убегает. That is exactly yin water character. Это как раз типичный человек инской воды. He prefer to make peace. He prefer to use his clever ideas. Он старается успокоить ситуацию и использовать свои умные идеи. So this is exactly the personality of yin water. Ну, типичный типаж инской воды. Prince Charles, very strong yin water. Принц Чарльз, очень сильная инская вода. And then this Xi Jinping. Си Цзиньпин. So therefore he's yin water. Тоже человек инской воды. And then this is a movie star, Stephen King, also very successful. Стивен Кинг, например, тоже очень успешный товарищ. Very successful yin water. Очень успешный человек инской воды. Zhang Fei, this is a extremely strong yin water. Чон Фэй, это очень чрезвычайно сильная инская вода. Okay, then we say actually yin water snake year. We look back in 1953. Мы говорили, что годы инской воды на Змее a lot of entertainment and electronic developments. Случаются раз в 60 лет, и прошлый был 1953 год, и тогда было придумано много электронных разных вещей интересных, развлекающих. So therefore you can see this year was actually very innovative year. То есть, если вы посмотрите, этот год отличался особыми инновациями. That was the beginning of James Bond. Началась, допустим, эпопея Джеймса Бонда. Casino Royale, the first book of James Bond was published in 1953. Была опубликована первая книга «Казино Рояль», это о Джеймсе Бонде. And color TV was
first marketed in 1953. В 1953 году впервые на рынок было вывезено цветное телевидение. And then Playboy magazine was first published in 1953. Так что журнал Playboy впервые вышел на рынок в 1953 году. And that was the time of Marilyn Monroe. Therefore, actually, it's a peaceful year. И это было время Мэрилин Монро, то есть она снималась очень много где. Это был довольно мирный год. And Peter Pan was first premiere in 1953. И премьера Питера Пэна, этих карикатур с Питером Пэном, да, или мультиков, она вышла тогда, да? Yeah. Therefore, based on this, we expect 2013 we also have a lot of new development in entertainment and electronic gadgets. Так что мы можем ожидать, что в 2013 году также будет много новых изобретений в электронике и различного рода развлечений. There's one more thing I remember I did not put down is it was the first year the Oscar award. И еще одна вещь, которую я помню, но я не записал ее, это был первый год, когда начала присваиваться премия Оскар. The Hollywood Oscar award was broadcast on TV. То есть первое broadcast on TV. Broadcast on TV. Broadcast or first time award? Yeah, first time. First time award? The award was shown on TV. Это первый год, когда награждение в Голливуде было транслировалось по телевидению. And then solar flare. Дальше вспышки на солнце. So this was one of the biggest solar flare on record, which creates blackout in Canada. В 1989 году произошла одна из самых мощных вспышек на солнце, из-за которой возник блэкаут в Канаде в 1989 году. And this happened in the year of the snake. Это случилось в год змеи, 1989 год. Earth snake. Земляная змея. Yin earth snake. Инская змея, инская земляная змея. Yin earth is the mother earth. Инская земля, можно сказать, это мать земля. Because we always say earth is like a female. Потому что it's not yang, it's yin. Мы все время называем землю как бы женским именем, да? Она не ян, она инь. Therefore, this solar flare thing is a global affect the whole world, and not just affect particular area. Поэтому вот эти вспышки на солнце, они влияют не только на какую-то конкретную область на Земле, но на весь мир. Therefore, you can see that happened in Yin Earth year. Поэтому вы можете увидеть, что это случилось в год инской земли на змее. And it happened in the day and month of water and fire. В день и месяц воды и огня. Could be the water fire in conflict, so that's why we have blackout. That means the electricity has to shut down. То есть можно интерпретировать это как конфликт воды с огнем, и поэтому случился blackout, то есть пропало электричество. So therefore, this yin water, yin fire clash could also cause this kind of trouble. Поэтому в будущий год инской воды на инском огне, их столкновение может привести к такого рода проблемам. And then we have a lot of turbulent tornadoes and hurricanes in 1953. И в 1953-м случилось много мощных торнадо и ураганов. These are things on record in 1953. 1953. То, что было записано в 1953 году в Юго-Восточной Азии, произошло торнадо, убило больше 1000 человек. В мае 1953 в Техасе, в июне 1953 в Мичигане. It could be because of the warm water, because of the snake is fire hitting the water. Возможно, это происходило из-за теплой воды, потому что змея, как огонь, подогревает воду снизу. And then now we look at the interaction of the animals. Теперь мы посмотрим на взаимодействие животных. The snake clash against the pig. Змея сталкивается со свиньей. So therefore, the pig people has to be more careful.
Поэтому люди свиньи должны быть более осторожны. Because when you are under clash, it means it will be into a turbulent year. Потому что если вы в столкновении, это означает, что год для вас будет более беспокойным. Turbulent year means you're suitable to travel more, to make changes, to make movement in that year. Беспокойный год означает, что вы можете больше путешествовать в этом году, больше изменений произойдет в этом году для вас. But to protect ourselves from excessive clash, Но для того, чтобы защитить себя от излишних столкновений, the protection is to carry the monkey pendant. Рекомендуется носить фигурку обезьяны, да, какой-нибудь брелок с обезьяной. Because monkey and snake, they are good friends. Потому что обезьяна очень хорошо дружит со змеей. So therefore, when the snake sees the snake will go to the monkey. И когда змея увидит обезьяну, она отправится к ней. Therefore, the snake will not come to clash your pig. Так что змея не будет сталкиваться с вашей свиньей. And another serious configuration is the fire penalty. Другая серьезная конфигурация – это огненное наказание. Fire penalty is the tiger, monkey, and snake. Огненное наказание – это когда тигр, змея, обезьяна. If you have already a tiger and a monkey, если у вас уже есть тигр, обезьяна, then next year the snake appear, that will create a fire penalty. Тогда, когда на будущий год появится змея, они втроем создадут огненное наказание. Fire penalty will trigger fire disaster. Огненное наказание приведет к огненным бедствиям. It will trigger inflammation in your body. Это может активировать какие-то воспалительные процессы в вашем теле. Therefore, again, if you have fire penalty, you need to take the snake away. Поэтому, если у вас есть такое огненное наказание, нужно убрать оттуда змею. That means you need to carry the monkey. Опять же, следует носить обезьяну. And then the animal in harmony with the snake. И кроме того, животные, которые находятся в гармонии с змеей, is the monkey. Это обезьяна. And then also we have a three combined with the snake is the ox, rooster, and snake. Также у нас есть другая комбинация со змеей, это бык, петух и змея. That means these three animals are into a more peaceful year with the snake. То есть эти трое животных, они больше дружат со змеей. And then the snake will trigger the horse as a flower of romance. И также змея активизирует лошадь в качестве цветка романтики. That means if you're born in the year of the horse. Это означает, что если вы родились в год лошади, or day of horse, или в день лошади, or anywhere in your formulas you have a horse, then it will trigger this romance. Или если где-то в ваших столпах есть лошадь, то это активизирует цветок романтики. Then the pig sees the snake. Not only the pig, the rabbit and the goat and the pig, they all see the snake as traveling horse. И также свинья, но не только свинья, и свинья, кролик и коза, если они встречают змею, то змея для них означает ездовую лошадь. And then for people born in the year ending in 2 or 3, that means, for example, you are born in 82, 1983, or 1972, 1973. И также для людей, год рождения, который заканчивается на 2 или 3, то есть, например, 82, 83, там, 72, 73. Then the year of the snake brings you a low moment. Год змеи принесет вам благородного. A low moment means very helpful people come to you. Благородный, это означает, что к вам придут люди, готовые помочь. That usually means you will have a more smooth year, because wherever you go, you find helpful people. Это обычно означает, что у вас год будет более таким приятным, более простым, потому что куда бы вы ни отправились, всегда встретите людей, которые готовы будут вам помочь. So therefore, the more serious problem of the snake year is the pig. Поэтому самые серьезные проблемы в этом будущем году грозят тем, у кого есть свинья, and the penalty, that means the tiger, monkey, and а также наказание тех, у кого есть тигр с обезьяной. These are
Also, if you are born in the year of the snake, snake is going to be offending the year. Но также, если вы родились в год змеи, то когда одна змея встречается с другой, это называется как бы обидеть год. Also, not very good, but not as serious as penalty and clash. Это тоже считается не очень хорошо, но не так серьезно, как столкновение и наказание. We have many examples of people which will have this kind of clash, and these are people who born with a pig year or people who born with pig day. Это вот люди, у которых будут такого рода столкновения, сверху люди, родившиеся в год свиньи, а внизу родившиеся в день свиньи. That means that when you are born in a pig year, you are under clash. That means that year they have to be more turbulent, more running around. Это означает, что если вы родились в год свиньи, то в год змеи будет для вас очень неспокойным. Вам придется очень как бы много двигаться, может быть путешествовать или двигаться, ну и вообще о чем-то беспокоиться, вы не сможете сидеть на месте. And more changes happen in their life. И также больше изменений произойдет в вашей жизни. These are people born in a pig day. Also has to be careful. Это люди, рожденные в день свиньи, им тоже нужно быть осторожными. Because the day pillar is your house of spouse. Потому что столб дня это ваш дом супруга. The clash against your house of spouse will bring disharmony at home. И столкновение с домом супруга принесет дисгармонию в ваш дом. So therefore also better carry the monkey. Поэтому тоже таким людям полезно носить обезьяну. For example, like Arnold Schwarzenegger, born in the year of the pig. Например, Арнольд Шварценеггер родился в год свиньи. And this Hillary Clinton, born in the year of the pig. Хиллари Клинтон тоже родилась в год свиньи. She's already running around a lot next year. Она и так уже по всему миру носится, но на будущий год вообще. Hope she continue to run around. Но следует ожидать, что она продолжит носиться по миру. If Obama continues, then what she will continue. Особенно если Обама продолжит править, то она продолжит носиться по миру. And then he has a clash on the day pillar. А вот у принца Вильяма у него столкновение в дне. Maybe. I don't know what happened. Maybe they have a little quarrel. Я не знаю, что случится. Может быть, между ними случится небольшая размолвка. But there's nothing happened in her day pillar, therefore nothing serious. Но в ее дне, столбе дня, ничего не происходит, поэтому ничего серьезного быть не должно. And J.K. Rowling is born in the year of the snake. Джеки Роулинг, она родилась в год змеи. So therefore, like this is called offending the year. Это называется обидеть год. But this is not serious. Но это нельзя назвать серьезным. But still, people recommend to carry a monkey. И тем не менее, все равно рекомендуется носить обезьяну. This is clash on the day pillar, has to be more careful. Здесь столкновение у Джета Ли с днем, ему нужно быть более осторожным. So it's suitable to move house. И поэтому ему полезно переехать в другой дом, например. Or travel more. Или больше путешествовать. Otherwise, may have disharmony at home. Потому что в противном случае, возможно, у него возникнет дисгармония в доме. And then the more serious is the penalty. И более серьезным является наказание. So penalty is if you have snake and tiger, you have monkey and tiger next year, the snake will join up to make fire penalty. И если у вас есть наказание трех, если у вас есть, то есть тигр и обезьяна, то змея в будущем году принесет огненное наказание. And fire penalty will cause various sickness, scandal, fire, disaster, explosion and inflammation. И это огненное наказание может принести беспокойство, болезни, скандалы, огненные бедствия, а также взрывы или воспаление. And then, for example, we look at Elvis Presley. Давайте посмотрим, например, на Элвиса Пресли, когда он умер. He
died of fire penalty. Он умер именно из-за огненного наказания. For example, you see tiger monkey, Вы видите, допустим, тигра и обезьяну, and he's in the luck of the snake, и он был в удаче змеи, and he died in the year of the snake. умер он в год змеи. So therefore, it caused inflammation inside his body, and he collapsed. То есть это вызвало много воспалений внутри его тела, что его изгубило. And then this woman, this is the Challenger, the space shuttle. Это женщина с космического челнока Challenger. And she died in an explosion because of the tiger monkey snake penalty. Она погибла во взрыве из-за наказания тигра, обезьяны, змеи. And then Polinsky also, that is a penalty which causing him trouble with the Swiss government. Роман Полански, вот, ему неприятности принесло именно доказание, да, вот эти неприятности, которые у него возникли с правительством Швейцарии. Because he has a monkey, he has a snake. Потому что у него есть обезьяна и змея. And in 2010, the tiger comes up. А в 2010 показался тигр. So therefore, they can see this fire penalty has usually caused trouble. Поэтому вы можете увидеть, что это огненное наказание обычно приносит проблемы. And this is Tom Cruise. Том Snake year, he divorced. В год змеи Том Круз, например, развелся, когда So пришло наказание. This 2001, he divorced Nicole Kidman. В 2001 он развелся с Николь Кидман. But now another snake year coming up, he also divorced Katie Holmes. Сейчас приходит следующий год змеи, он разводится с Кэти Холмс. And then Katie Holmes has the same. И то же самое у самой Кэти Холмс. Is tiger, monkey, and У snake. нее есть тигр, обезьяна и приходит змея. And that was Медведев in your presentation? Медведев, does he have anything? Medvedev is a snake. That's why he's Just more like offending. offending the year. А Медведев, он просто обижает год. Offending the year is nothing serious. То есть ничего серьезного, если происходит. Okay, so then we also look at yin fire and yin water has a clash. Дальше мы посмотрим на столкновение иньского огня и иньской воды. And then when they are under clash, this kind of things may happen. Когда они находятся в столкновении, то вот эти вещи происходят. Your heart, your eyes, your brain, that is. Проблемы с сердцем, глазами, мозгом. That's why if your yin fire is weak, next year is more chance to get stroke. Иньский огонь, если иньский огонь слабый, то в будущем году есть вероятность инсульта. Yin fire also means bullets and candles. Иньский огонь также означает пули и свечи. And this can trigger explosions and disaster. И это может вызвать бедствия и взрывы. So therefore, for example, Stalin actually died in the year of the snake. Сталин, например, тоже умер в год змеи. He had a stroke, У него был инсульт, and he died after the stroke in 1953. и он умер после инсульта в 1953 году. And the stroke is caused by the water-fire clash. И этот инсульт возник из-за столкновения воды с огнем. Because he's a winter metal. Потому что он был зимним металлом. Winter metal priority is you need the heat, you need the fire. Для зимнего металла приоритетом является тепло, то есть огонь. But his fire is under clash already. Но его огонь уже находится в столкновении. So therefore his weaknesses could be blood circulation and the heart. Таким образом, его слабости могут быть кровообращение и сердце. So therefore that year 53, the snake and the pig clash. И в этом 53 году столкнулись змея и свинья. And the fire water clash. И огонь с водой. This creates a stroke. И это принесло инсульт. And then at that time he was 1953. He was 75
Ему было 75 лет в это время. 25 is in this luck, Он был вот в этой удаче. which is taking away the horse, taking away his fire. И эта коза забрала, отвлекла его огонь, его лошадь. So therefore his fire goes down, and under clash there's fire. Так, He will cause a shock. таким образом, огонь ушел от него, слаб и clash. Then the clash И is вот the это snake and столкновение the horse and the pig. Snake свиньи and с pig. змеей вызвало этот инсульт. So snake pig clash, and then this horse take away his. То есть змея столкнулась со свиньей, и это было столкновение, а коза отвлекла его лошадь, что и привело к инсульту. So this is yin fire disasters. Это также бедствия, связанные с инским огнем. 911 and like 2011 год. Или South Korea, yin fire. вот эти инский огонь, когда Южная Корея вдруг начала обстрел то есть Северная Корея начала обстрел Южной Кореи. And even Bin Laden was killed on a yin fire day. И даже Бен Ладена убили в день инского огня. It shows bullets. Так что инский огонь показывает пули. And then, okay, so now we talk. There's nothing about him. Just worldly. These are world leaders. So this is Xi Jinping will be the next person on focus. Си Цзиньпин это будет следующий человек, который будет в фокусе внимания всего мира. There is actually prophecy in China. На самом деле в Китае уже было некое предсказание о нем. Taken from ancient book which was written in the Tang Dynasty. Это вот картинка из древней книги, написанной во времена династии Тан. This is a book which shows short poetry which with a picture. И здесь короткие такие стихи записаны в этой книге и картинки. Therefore, each short poem will represent a certain period in Chinese history. И каждая короткая поэма здесь была посвящена определенному периоду китайской истории. So therefore, this was the 44th picture we translated in this this short poem. И вот здесь это 44-я картинка была, и здесь перевод этой поэмы. It says the sun and the moon and the bright sky. Здесь говорится, что солнце и луна и ясное небо. Or you can translate as beautiful sky. Можно это перевести как красивое небо. What does it mean? Beautiful sky, of course, means good time. Что означает красивое небо? Конечно, это означает хорошие времена. And what is the sun and the moon? You can translate as China and Taiwan. А что такое солнце и луна? Это можно интерпретировать как Китай и Тайвань. That means China and Taiwan into a prosperous time. Это означает, что Китай и Тайвань процветают в процветающее время. And then second sentence said all the Yin people submit. И вторая строка гласит: все инские люди подчиняются. Of course, at that time, Yin people means the foreigners. То есть они подавлены, да? То есть, конечно, для тех времен это означает, что все иностранцы, это инские люди, это иностранцы. И далее сотни хороших духов приходят, чтобы высказать уважение, выразить уважение. Это означает, что много людей приезжают из других стран, из других континентов в Китай. So therefore, this first three sentences obviously shows a time when China become very strong. Так что эти три первые строки показывают время, когда Китай становится очень сильным. But the mysterious part is the last sentence, double feather and forelegs. Но самое мистическое в последней строчке здесь написано двойное перо и 4 ноги. What does it mean? Что значит двойные перья и 4 ноги? At that time, nobody figured out what this means. What is double feathers and forelegs? В те времена никто не понял вообще, что это означает. But now we realize. Но теперь-то мы поняли. This is double feather. This is foreleg. Это двойные перья, а этот справа это 4 ноги. Because you look at this word,
Если вы посмотрите на слова, This word she is actually feather. ши на самом деле это перо. Видите, такое же, You да? see the same word. That means this man was in power at that time. Это означает, что этот человек и этот человек будут у власти в это время. And this is four leg, you see. А здесь видите 4 ноги. And this word means the horse. А это слово означает лошадь. The horse has four legs. У лошади 4 ноги. And this Mr. She is double feather. А этот мистер Ши это двойные перья. So that means when these two persons are in power, China is into a strong period. Это означает, что когда эти два человека окажутся у власти, то наступит мощный период Китая. So therefore, it's quite amazing. Far back at Tang Dynasty. То есть удивительно, как настолько давно, во времена династии Тан, How do they know these two persons will be in power at the same time? как они смогли узнать, что эти два человека придут к власти в одно время? How do they know 1000 years in the future? Как они There могли will be two leaders in China has this kind of name. за 1000 лет предсказать эти имена двух лидеров Китая? So therefore, if this prophecy is true, that means he will be into a very strong time for China. Так что если это предсказание истинно, то можно сказать, что этот человек в следующем году станет лидером Китая. Okay, finally we talk about economy we mentioned already. So then we talk about feng-shui. Об экономике мы уже говорили. Теперь давайте поговорим о фэн-шуй. About stock market, you didn't say about stock market. Stock market is we expect to be strong recovery because of the fire element. Ну, то есть, что касается рынка, то рынка акций мы ожидаем более сильного восстановления рынка акций из-за того, что пришел элемент огонь. Because the snake is the first fire year since 2008. Поскольку змея это первый огненный год с 2008. So therefore, the snake provides more positive drive for economic recovery. Поэтому змея дает более позитивный рост для восстановления экономики. Because the snake will bring joy, happiness. Потому что змея приносит радость и счастье. Okay, so this is the feng-shui Это фэн-шуй 2013. 2013 года. So that next year the bad star number 5 goes in the center. В следующем году плохая звезда 5, она оказывается в центре. So that means the center area is not so good. Это означает, что центральная часть не очень хороша. Normally that means China will not be very good. Но это бы означало обычно, что Китай не будет нехорошо себя чувствовать. China call themselves the Central Kingdom. Потому что китайцы называют сами себя Срединным царством. And also country with the name center or middle. И также страны, называющие себя центром, средним. So therefore the troublesome area could be Middle East. Поэтому проблематичными местами могут быть Средний Восток, Like Central Africa, Центральная Африка, Central America, Центральная Америка or China. или Китай. So therefore, center. But then, for every home we have a center. Но у каждого дома, кроме того, у нас есть центр. So therefore, but most of the center are a passageway. Но в большинстве случаев центр это некий коридор или проход. So therefore, it's up to you. If you want to protect the center, therefore you put a metal wind chime. Поэтому все зависит от вас. Если вы хотите защитить свой центр, вы можете вывесить музыку ветра. Then another bad area is the southwest. Southwest is number 2. Другая неблагоприятная область это юго-запад. Там у нас оказывается двойка. Number 2 is sick. Number 2, sick energy, so we put 6 coins. Это место болезни, поэтому мы туда вешаем 6 монет. Then number 3 in the east. Тройка у нас оказывается на востоке. That is robbery. That's better put red color paper. Это грабеж. Мы туда можем поместить красную бумагу. And then
In the West, 7 means scandal. На Западе у нас семерка означает скандал. So therefore, we put 3 bamboo plants. Поэтому мы там ставим 3 бамбука. 3 bamboo plants grow in a glass of water. 3 бамбука, которые растут в чаше с водой или в вазе с водой. And then next year is the snake. Snake means southeast. И будущий год это год змеи, юго-восток. So therefore, southeast is the position of the Grand Duke. И юго-восток это позиция великого князя. It's okay to sit in the southeast, but not good to sit in the opposite. Opposite is northwest. На юго-востоке можно сидеть, но нехорошо сидеть напротив, на северо-западе. Grand Duke is good to sit against, not good to face. То есть грандюку, к большому дюку, великому князю, нормально сидеть спиной, но нехорошо на него смотреть. So, for example, if you have entrance in the southeast, therefore next year it's good to put this. Например, если у вас на входе вход с юго-востока, то хорошо в будущем году поставить вот там такой символ, как дракон-черепах. Dragon-head tortoise. Черепаху с драконьей головой. Okay, so then overall, next year a little bit turbulent because of the water, fire, and year. Ну и в общем и целом будущий год будет несколько таким турбулентным из-за этого огня с водой. That means some unrest and revolution still will go on. Какие-то революции могут случиться или неожиданности, какие-то волнения могут быть. Won't be any major war and big conflict. Но, к счастью, не будет никаких больших войн или конфликтов. In general, it's a year when people are more keen to develop into lifestyle, entertainment, that kind of area. В целом это будет год, когда люди будут в основном развивать область развлечений и заниматься своей жизнью. And the economic atmosphere is positive because the fire element brings positive mood to the people. Экономическая атмосфера будет довольно позитивна, потому что огонь приносит людям хорошее настроение. What we have to be careful is like traffic accidents. Ну, нужно быть, конечно, осторожным с авариями на автомобильном транспорте. Like eye problem, heart problem. Могут быть проблемы с глазами и с сердцем. Okay, so I hope everybody has a prosperous year. Я желаю всем очень успешного года в 2013 году. Be careful of the free penalty. Fire penalty could bring fire trouble. Будьте осторожны с наказанием 3. Это огненное наказание может принести огненные разные бедствия и препятствия. Okay. Да? Он сказал, что для металла нет металла в следующем году, а змея больше металл рождается немецкий. Это скрытое. Я не очень понял вопрос. Он сказал, что в следующем году для металла очень хорошо. Для металла не хорошо, но змея стоит металл. You said that next year is not so good for metal person, but there is a metal in the snake, yeah, inside the snake. There is a hidden metal in the snake. So why it is not good? No, not good for only for metal industry. Нехорош только для индустрии металла. Because metal industry you need to conquer wood as money. Потому что в металлической индустрии вам нужно покорять дерево и как деньги, но дерева нет. So that's why metal industry may not be making money. Поэтому металлическая индустрия не может заработать денег. But it will be, for example, banking, finance will be better this year. Ну, например, банковское дело, финансы будут в будущем году хорошо себя чувствовать. Banking needs metal in general needs fire to make it useful too. Потому что металл в целом означает огонь. So therefore, the past
period, the past 5 years, the banking not so good. Sorry, banking means metal. Banking is better. You said that metal means? Metal needs the fire. Metal needs fire. Не металл означает огонь, металлу требуется огонь, да? То есть банковское дело это в основном металл, но металлу требуется огонь для того, чтобы быть полезным. Without fire, metal is useless. Без огня металл бесполезен. That's why when water is too strong, banking also no good. Поэтому, как если вода слишком сильная, то банки чувствуют себя не слишком хорошо. Then next year, the snake year comes back, the banking may be more stable. В следующем году, поскольку возвращается огонь, то банковская деятельность может быть более стабильной. Better than this year. Лучше, чем в текущем году. You can see this year, banks also has problem. Ну и можете увидеть, что в этом году в банках больше проблем. Recently, some banks are accused of money laundering. Недавно некоторые банки были обвинены в отмывании денег. HSBC and Standard Chartered Bank. Standard Chartered Bank или HSBC. They have to pay a lot of fine. Они for money laundering. Вынуждены были выплатить огромные штрафы за отмывание денег. И акции тоже уже были. Shares, what about shares? Shares and stocks is fire. Да, это все элемент огонь, акции и биржа это элемент огонь. В целом экономика будет улучшаться в будущем году. Можно акции. So one can buy shares. You can say like summertime next year will be the atmosphere will be positive. Можно сказать, что летом будущего года атмосфера будет позитивной.